Привет! Как ты уже догадался по названию, в данном видео я хочу рассказать теорию о том, что один из персонажей Игры Престолов, сир Давос Сивард, более известный как Луковый Рыцарь, является Азор Ахаем, или истинным избранником Владыки Света, легендарным мессией, призванным спасти мир людей от иных. Многие из нас не обращают пристального внимания на эту мистическую сюжетную линию, некоторые считают ее неинтересной и даже лишней. Однако в данном видео я хочу дать очередную пищу для размышлений. Впервые эта стойкая догадка возникла у меня в 2016 году при перепросмотре культового сериала, и тогда не была представлена нигде. Однако уже летом 2017 года данная теория нашла отклик на некоторых зарубежных форумах, но, насколько я знаю, так и не нашла отражения в различных слитых сценариях, что оставляет данную тему актуальной. Итак, все началось с первой серии второго сезона, когда впервые была показана сцена из сюжетной линии Станниса Баратеона, и прозвучали первые слова из пророчества. In the ancient books it's written that a warrior will draw a burning sword from the fire. And that sword shall be Lightbringer. Stannis Baratheon, warrior of light. Your sword awaits you. К этому моменту уже было известно, что Станнис Баратеон после битвы за Винтерфелл не может быть Азор Ахаем, а потому обратите внимание, что делает Луковый Рыцарь после окончания церемонии, когда все удаляются с пляжа. Как бы невзначай, во время разговора со священником он подходит к мечу, который воткнул в песок Станнис, берет его в руки и уходит. После этого я присмотрелся к данному персонажу и решил сверить, подходит ли Давос Сивард под стандартное описание Азор Ахая из различных пророчеств. Согласно преданиям, Азор Ахай появится в то время, когда засияет кровавая звезда. В нашем случае это все та же звезда, к которой можно приписать всех героев Игры Престолов. Азор Ахай должен быть обещанным принцем. Это, конечно, самый слабый пункт теории, но мы знаем, как много бастардов Роберта Баратеона жил в Блошином конце, и, возможно, Давос такой же бастард какого-нибудь знатного человека, вплоть до Таргариена. Тем более об этом косвенно говорит следующий пункт, который гласит, что Азор Ахай возродится среди дыма и соли. Давос Сивард, как никто другой, попал в такие условия в битве у Черноводной. Его чудесное спасение среди дыма и соли полностью подтверждает пророчество, а то, что он не пострадал от огня, может также говорить о том, что в нем течет кровь Таргариенов, но это, конечно, слишком. История о светозарном мече Азор Ахая подтверждается упомянутым мечом Станниса Баратеона и символическим жестом Давоса. Однако такой огненный меч может быть у подходящего на роль воина света Берика Дондариона, или может быть меч из драконьего стекла. В любом случае, мечом Давос Сивард может завладеть в будущих сериях. На роль великой жертвы Азор Ахая подходит принцесса Ширен. I loved that girl like she was my own. She was good, she was kind, and you killed her! Наконец, согласно пророчеству, Азор Ахай должен пробудить драконов из камня, и сама смерть склонит перед ним колено. В сериале мы можем видеть, что Красная Жрица не могла помочь Джону Сноу и удалилась вместе со всеми из комнаты. Луковый Рыцарь остался с Джоном, и скорее всего благодаря ему дракон побеждает смерть. Возможно, Владыка Света прислушался именно к нему. I'm not asking the Lord of Light for help. I'm asking the woman who showed me that miracles exist. Так чем же кандидатура Давоса Сиварда лучше множества остальных претендентов на титул Мессии, который также подходит под эти пророчества? Во-первых, дело в Красной Жрице. Почему в начале сериала она приезжает именно к Станнису Баратеону? Почему нет подходящим для этого Робу Старку, Джоффри, брату Станниса и ко множеству других интересных персонажей? Можно сказать, что она выбрала его случайно. Но почему, когда ей понадобилась знатная кровь, она приехала прямиком в какую-то глушь за бастардом Роберта? Видимо, направление ей давал Владыка Света. Следовательно, он направил ее именно к Станнису. Но в его окружении она обратила внимание не на того человека. You need him. He has a part to play in the war to come. You see, Sir Davos, you've been saved by that fire god you like to mock. You're in his army now.
дальнейшем Мелисандра всегда находится возле Давоса, но в упор не видит, что вместе их сводит Владыка Света. I was wrong. Во-вторых, это интересная судьба Давоса. Именно он, обладая искусным навыком красноречия, убеждает Станниса поехать на север на помощь Черному замку, убеждает банкиров Браауса дать деньги на эту кампанию, удобным способом избегает битвы при Винтерфелле, поднимает Джону Сноу, помогает ему в битвах и сводит его с Дейнерис. What? Fire kills whites, you told me. What breathes fire? Может показаться, что Давоса метает из страны в сторону из-за сильных личностей. Но что если все эти походы, смерти и войны направляют того, кто всегда за спиной, в нужное место в нужное время? Тогда становится понятным, почему Владыка Света поднял Джона Сноу. Ну и наконец, метод от противного. Луковый рыцарь – один из немногих персонажей, кто не попал в поле зрения жрецов и зрителей. I will do as Jon Snow commands. You serve Jon Snow now. He's the prince that was promised. Daenerys Stormborn is the one who was promised. From the fire she was reborn to remake the world. Помимо этого, в сериале делаются различные намеки на других могущественных персонажей, тогда как Луковый рыцарь не имеет каких-либо героических данных. Может, он прекрасный воин? Нет. I've never been much of a fighter. Apologies for what you're about to see. Может быть, он истинный последователь Владыки Света? Конечно, нет. The Lord never spoke to me. Fuck him then. Fuck all of them. I'm not a devout man, obviously. 7 gods, drowned gods, tree gods, it's all the same. Таким образом, если Давос Сивард действительно окажется Азор Ахаем, все, что показывали про него в сериале, будет выглядеть в крайней степени иронично. Это будет неожиданным поворотом сюжета, чем так славится Игра Престолов. К тому же, мне просто не верится, что Азор Ахаем могут стать популярный Джон Сноу или Мать Драконов. Или они вместе, если Джон Сноу зажжет свой светозарный меч от сердца возлюбленной Дейнерис. Все это слишком очевидно. Вам же предлагаю присмотреться поближе к Луковому рыцарю или к Легану, а также подписаться на мой канал. Пока. If you tell him the truth. What's the truth?